Всем привет! Я сегодня буду тестировать новые кеды. Я вот купил такие вот вансы Kyle Walker вторые. Это вот как раз таки вторая, да, его модель. Первых я, конечно же, не катался, но как достаточно много было отзывов, кто у меня знакомых были, они говорят, довольно-таки хорошо держались, удобные. Вот. И сейчас я решил себе тоже их купить, так как на них была очень даже хорошая скидка. Они что-то обошлись там в 2600 рублей. Я прям не думая их все взял. И вот вам как раз расскажу про них, как они будут держаться и вообще насколько они удобны. Ну, первое, что да, бросается в глаза, это то, что у них нету шнурков. Здесь, получается, они сделаны в виде как слипонов, но есть какая-то липучка. Липучка, она немного дает натяг. То есть, когда я вот одевал кед сейчас, то есть им можно чуть-чуть и плотнее, да, затянуть. Вот, но как сами они сделаны, у них очень достаточно низкая посадка. Я сейчас, пока ехал до спота сюда, у меня вот на левой ноге, здесь, получается, я просто на левой ноге ломал как-то ногу. Именно кость первую плюсневую, и у меня там стоит пластина. То есть у меня там, может, наверное, не так как-то что-то срослось, и вот на левом кеде у меня прям очень сильно давит мне в эту кость. То есть я сейчас с такой болью доехал до спота, что их снял прям с облегчением. Ну, надеюсь, что это как раз-таки все растянется, потому что здесь это замша, это не кожа. Замша, она проще поддается, да, растягиванию, чем нежели какие-то другие материалы. Так что, надеюсь, меня это потом не будет беспокоить. Вот. Но в плане, как сделано, у них подошва получается капсуловая, не вулканизированная. Но идет такая вот прострочка, где вот олипад, она сделана из как раз вулканки. То есть сначала у вас стирается вот эта прострочка вулканизированная, и потом идет уже капсуловая подошва. Скорее всего, вот эта прострочка будет служить, что, как вообще принято, что вулканка, она, естественно, лучше цепляет, чем нежели капсул. Но минус ее, естественно, что она быстрее стирается. Но я надеюсь, что вот эта вот часть, она не так быстро сотрется, да, как на вулканке, а дольше будет держаться. Так что вот сейчас я попробую, поделаю в них кикфлипы, посмотрим, как она будет стираться вот в этом вот месте. Естественно, буду также делать в своей флипы и в свечей. Ну и проверим, как они, да, держатся. Так что сейчас пойду делать флипы. Я сейчас сделал 20 кикфлипов, ну вроде даже больше. Честно, они мне дались прям очень тяжело. Мне кикфлип вообще не хотел получаться.
я не чувствовал доску. Ну, то, что я и на новой доске сейчас тоже катаюсь. И, естественно, то, что мне вот немного жмет вот в этом месте, да, вот в подъеме. То есть тоже такие ощущения неприятные были из-за этого. Я когда один раз кикфлип попробовал, что-то у меня нога запуталась, и мне прям, знаете, как будто как пальцы онемели на ноге. Я просто сел и, блин, хотелось быстрее снять кет. Палец прямо онемел. Потому что так давят сюда, что вообще пока очень трудно в них кататься и как бы делать кикфлип. Но кое-как я все-таки доделал. В конце уже, когда уже подошло ближе к 20 попыткам, то у меня уже начал получаться, я уже чуть-чуть привык к ним. То есть вот, и мне получается, смотрите, как вот стерлось, да, здесь вот такой уже прям след остался от кикфлипа, то есть достаточно пока быстро стирается. Ну, как я и говорил, то, что здесь вот эта вот прострочка приклеенная, вулканизированная, она будет быстро стираться. Но цепляет, поначалу цепляла прям вообще люто. То есть я когда первый кикфлип попробовал, мне просто доска улетела. Вот так вот они, блин, цепляют. То есть надо немного привыкать. Вот, надеюсь, дальше будет постепенно стираться. Главное, что здесь замша она не рвется. Вот в этом месте, где олипэд, она тоже здесь плотнее сделана. Я вот сейчас дальше буду делать кикфлипы в ноле. Не в свече, а в ноле лучше поделаю, так как мне как бы свои стойки пока привычные. Вот. Ну и посмотрим, как на другом кете будет стираться вот этот кикфлип-пакет. В ноле кикфлипы у меня получались лучше, я прям сразу, можно сказать, чувствовал. На правом кеде у меня вот тут вот не жмет, потому что у меня как бы эта нога целая, ничего там не сломано, фу-фу-фу, слава богу. То есть я прям доску лучше чувствовал, и ноли флипа у меня получалось с них лучше, намного лучше чувствовал. И смотрите, стирается здесь по-другому. То есть я сделал где-то 22, да, кикфлипа вроде. И здесь подошва вот в этом вот месте вообще не стерта, больше стирается замшем, потому что я как-то увожу ноли флип. Видно, что по-другому, не так, как свой. То есть у меня будет получаться стираться ноли флипа вот тут вот дырка образовываться, а на левом кеде у меня будет дырка вот в этом вот месте. То есть будет стираться больше подошва. Вот, так что кеды пока понравились, удобные. Ну, относительно удобные, что у меня из-за своей, да, особенности сломанной ноги давит в одном месте, но так-то пока кеды нормальные, дальше у них продолжу кататься. Ну и посмотрим, как они будут стираться, где они будут рваться и растянется ли у меня вот это вот место, будет ли мне потом комфортнее в них кататься, потому что поначалу пока мне на левой ноге прям так давит, что нога немножко не имеет. Так что так, и посмотрим, что дальше будет.
я откатался 2 недели в этих кедах. И, ну как видно, да, я не скатал их до самого конца. То есть у меня вот смотрите, как стерся носок. То есть замша еще целая, здесь никакой дырки нету, только стерлась подошва от кикфлипов. Флипов я, кстати, в них делал много. То есть различные флипыны, ну и также и флиповал просто, да, там во флете. Вот, и вот это вот место, да, которое мне давит на ногу, оно так и не разносилось. То есть оно мне по-прежнему давило. Я, можно сказать, через боль в них катался. То есть мне пару минут, там, может, минут 20 было нормально, а потом уже было прям невыносимо. Я снимал кед с таким облегчением, что типа побыстрее бы его снять, а нога у меня просто вообще офигевала. То есть в конце дня, когда я приходил с катания, у меня вот это вот место, в котором, ну, сломана была нога, она реально прям опухала. То есть у меня там образовалась такая шишка, что потом на следующий день мне было еще больнее их одевать и в них кататься. Так что вот, и из-за этого я как бы откатался в них 2 недели, больше не смог. Вот, но выводы все равно можно сделать, да, как за вот эти вот 2 недели, которые в них откатался. На правой, естественно, ноге они мне не жмут, то есть как бы они достаточно прям удобные, хорошо фиксируют ногу. И плюс, да, то, что за свои счет такой вот стельки вансовской популярные, поп-куш, как они у них называются. То есть ноги, можно сказать, не отбиваются. То есть я немножко тоже попрыгал в них со ступеней. То есть и чувство доски у них хорошее. То есть они как, знаете, такие не дубовые, да, там кеды, можно сказать. Ну и также вот ноли флипов, конечно, я делал меньше, чем в своей стойке, но здесь у меня, да, как было в самом начале видео, говорил, что стиралась вот эта вот замша. Она, кстати, вот до конца и не стерлась. Кстати, вот в носке здесь вот замша, она идет плотнее, чем нежели вот в этой части. Здесь она тоньше, а здесь такая, она прям чувствуется толще. То есть, естественно, сделан для того, чтобы как бы у вас замша дольше стиралась, не рвалась. Вот, и подошва, конечно, уже немножко стала лысой на правом кеде. Вот эта вот именно часть, да, она больше стирается, где вы когда отталкиваетесь, либо когда там притираете ногу. Вот, но в целом мне как бы понравилось, и вообще именно как цепкость, и как они еще по удобству. Ну и выглядит достаточно, да, они, кстати, круто. Такие необычные кеды, кому-то, моему другу, не понравились, он говорит, что это за жесть такая. Но мне в целом как бы вообще понравились, как они выглядят на видео и как вообще на мне. Потому что, да, здесь нет у них шнурков, такая вот липучка. Липучка, кстати, держит нормально. То есть можно ее, да, плотнее вот так вот затянуть, и она будет, естественно, сильнее фиксировать вашу стопу. Вот. Так что в целом, какой вывод можно сделать, что кеды достаточно удобные, но если у вас высокий подъем стопы, то скорее всего тоже вам не подойдут они, потому что могут жать вот в этом вот месте, потому что они сделаны здесь достаточно узко. И вот этот вот шов, да, который мне давил на левой ноге, вот он, кстати, и давил, но здесь, я не знаю, вам, наверное, не будет видно его. Вот. Не знаю, зачем они так сделали вот этот шов. Можно было, конечно, и бесшовную, да, конструкцию как-то здесь придумать. Тогда они были бы прям вообще супер идеально. Но если у вас реально высокий подъем стопы, то обязательно мерьте их на обе ноги. И, естественно, как бы походите минут 10 в них. Через интернет заказывать будет... То есть можно будет, естественно, ошибиться, что вы оденете, и потом скажете, блин, что за жесть, они мне вообще не подходят. Вот, так что будьте тоже аккуратны, обязательно их мерьте, но для катки они реально хороши. То есть, конечно же, они без скидки не дешевые, стоят где-то 8600, но
мне повезло, да, я их нашел вообще в дисконте за 2600 рублей, так что мне было их не жалко, и, ну, не жалко в них будет прекращать и кататься. То есть я по своей глупости, да, там надел только на правую ногу кед, и он мне такой, блин, они прям идеально сидят, а на левую тогда я не померил. Вот, из-за этого и мучился 2 недели, не катаюсь. Но кеды хорошие, так что продержатся они достаточно долго. И флипов в них можно как бы, да, их можно не жалеть. Можно будет в них прям реально флиповать, что-то учиться. Так что, да, имейте в виду, хорошие кеды для катки, не разлетается, да, подошва, как у обычных вансов всех, потому что это здесь капсол. Он будет дольше держаться. Так что так. Спасибо всем, что посмотрели мое еще одно видео, мой еще один тест-кет. Вот, и увидимся также на спотах, скейт-парках. Следующее мое видео будет про поездку, про Кипр, где я отдыхал. Так что оставайтесь. Всем пока. Всем увидимся.